Здравствуйте, мои дорогие друзья и подписчики! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодняшний мой мастер-класс будет посвящен оформлению свадебного шампанского. Перед началом работы снимаем все этикетки с бутылки. Наверху оставляем фольгу, чтобы потом молодоженам было удобно открывать бутылочку. Обезжириваем бутылочку при помощи жидкости для снятия лака и ватного диска. Окрасить бутылку мне нужно в белый цвет. Я буду использовать для покраски грунт белый Сонет. Продается такой грунт в художественном магазине или в магазинах для творчества. Наносить грунт я буду при помощи губки. Окрашивать бутылку буду в несколько слоев до получения красивого однородного цвета. Грунт имеет хорошую покрывательную способность. 2-3 слоя будет достаточно. Каждый слой нужно будет просушить. Ну вот моя бутылочка подсохла. У меня получился красивый ровный цвет. Покрыла бутылочку я в 3 слоя. Далее мы будем наносить акцент золотого цвета при помощи вот такой вот краски. Краска аэрозольная. Я купила ее в строительном магазине. Как пользоваться такой краской, вы можете прочитать в инструкции на самом баллончике. Наносить краску нужно очень аккуратно, хорошо сболтать баллончик и наносить на расстоянии 30 сантиметров. Окрашивать бутылку я буду сбоку, сверху вниз. Итак, окрашиваем. Краска хорошо ложится, легко распыляется. Можно красиво, плавным переходом нанести акцент. Моя бутылочка подсохла. Закреплять наше покрытие я буду при помощи автолака. Купить такой лак можно в строительном магазине или в автомагазине. Мне нравится его использовать, он создает очень глянцевое, стойкое покрытие, которое не липнет к рукам. Как пользоваться лаком, можно прочитать на этикетке. Его нужно хорошо встряхнуть и наносить лак на расстоянии 30 сантиметров. Покрываем полностью всю бутылку. А пока наша бутылочка подсыхает, займемся изготовлением цветов из полимерной глины. Цветочки у нас будут исключительно белого цвета. Для этого нам нужно взять полимерную глину, у меня это фирма Сонет. Отрываем небольшой кусочек и хорошенько его разминаем. Украшать шампанское будут крупные цветочки. Для изготовления цветка нам понадобится 10 лепестков. Чтобы сделать лепестки, разделяем глину на 5 равных кусочков покрупнее и на 5 равных кусочков немножко меньшего объема. Теперь нужно превратить наши кусочки в отдельные лепестки. Для этого разминаем кусочек в тонкий пласт и сворачиваем его произвольной гармошкой. У основания немножко сужаем, придаем произвольную форму лепестка. Так проделываем с каждым кусочком. Наши лепесточки готовы, можно приступать к сборке цветочка. Для этого мы сначала укладываем крупные лепестки по кругу, накладываем один на другой. В серединку укладываем лепестки поменьше. У нас получился вот такой вот красивый фантазийный цветочек. Еще нам нужно сделать цветочек немножко поменьше. Он у нас будет состоять из одного яруса, но будет уже состоять из 6 лепесточков. Делим на 6 равных кусочков и превращаем каждый кусочек в лепесток. Собираем наш цветочек, точно так же укладываем все лепестки по кругу, накладывая один лепесток на другой. У меня получился вот такой вот цветочек. Делаем еще один цветочек такой же, только еще меньшего размера. Также для оформления нам понадобятся розочки.
Понадобится всего 4 штучки. Как делать розочки? У меня есть отдельный мастер-класс, ссылка будет в описании. И нам понадобятся вот такие вот бутончики, всего 4 штуки. Чтобы сделать такой бутончик, нужно взять небольшой кусочек полимерной глины и сформировать произвольную капельку. Слегка вытянуть стебелек нашего бутончика и нанести при помощи ножа насечки, чтобы сделать наш бутончик более естественным. Теперь можно приступать к запеканию. Мелкие цветочки и бутончики мы запекаем на фольге, а крупные цветы мы будем запекать на пивной кружке. Это делается для того, чтобы цветок принял форму и красиво потом лег на шампанское. Вкладываем цветочки. Теперь в серединку мы укладываем полубусинку, которую потом мы будем приклеивать на наш цветок. Немножко надавливаем. Это дополнительно соединит наш цветок. Но бусинку нужно будет достать, так как она пластиковая, и запекать ее нельзя. То же самое проделываем и с маленьким цветочком. У нас останется углубление, в которое потом бусинка легко, хорошо ляжет. Можно отправлять в духовку. На пивной кружке мы запекаем 10-12 минут, разогретые до 130 градусов в духовке, а маленькие цветочки запекаем 5-7 минут. Ну вот у нас все запеклось, остыло и довольно-таки легко снимается из бокала. Моя бутылочка подсохла, она имеет хорошее глянцевое покрытие, блестит. Можно приступать к декорированию. Нам понадобится также еще полубусинки. Бусинки золотистого цвета. Еще я буду использовать вот такие вот тоже полубусинки золотистого цвета. Приклеивать декор я буду на клей B7000. Он водостойкий, хорошо приклеивает весь декор прочно и имеет хорошую гелевую структуру. А также имеет удобный наконечник для нанесения клея. Итак, начинаем составлять композицию на нашем шампанском. Сначала мы приклеим крупный цветок. Промазываем его клеем. Он будет у нас находиться наверху бутылки. За счет того, что наш цветок приобрел изогнутую форму, потому что мы его сушили на бокальчике, цветок красиво ложится, облегает бутылочку. Второй цветок мы приклеиваем немножко ниже, наискосок. Цветочек тоже хорошо ложится. Далее мы подклеиваем наш самый маленький цветочек, он тоже идет немножко наискосок по направлению вниз. Теперь мы подклеиваем розочки. Одна розочка у нас будет идти между двумя цветочками наверху, большим и маленьким. Вторая розочка идет с другой стороны чуть пониже, между цветочками. И две розочки мы приклеиваем вниз, слегка закручивая рисунок. Теперь наша задача подклеить наши бутончики. Они идут у нас по направлению вверх, от самого верхнего цветочка. Подклеиваем второй бутончик. Бутончики у нас должны идти на разном уровне. Так композиция будет смотреться более гармонично. Также мы подклеиваем бутончики и внизу бутылки. Теперь промазываем клеем серединки цветочков и подклеиваем наши полубусинки. Теперь в промежутках между лепкой добавляем бусинки и полубусинки. Теперь я добавлю бисер. Бисер я буду закреплять на разбавителе по стеклу, по керамике фирмы Декола. Продается такой разбавитель в художественном магазине. Он хорошо закрепляет бисер и после высыхания становится абсолютно прозрачным. Наносим при помощи кисточки те места, где бы мы хотели видеть наши бисеринки. Теперь просто засыпаем нашим бисером. Теперь мне понадобится два контура, это белый контур и цвет золота.
При помощи белого контура мы нанесем различного размера точечки для того, чтобы сделать границу нанесения бисера более плавной. Теперь добавим пару завитков наверху. И добавляем завиточки внизу бутылки. Немножко белых завитков добавим. Теперь воспользуемся золотым контуром и добавим золотых завитков. Осталось только задекорировать саму верхушку шампанского. Я воспользуюсь репсовой лентой такого молочного цвета. Промажем слегка клеем наше основание и просто приклеим ленточку. В итоге у меня получились вот такие вот две бутылочки шампанского. Смотрится очень стильно, дорого и, конечно же, красиво. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. А также поделитесь видео с друзьями. Возможно, данный мастер-класс окажется тоже для кого-то полезным. Всем спасибо, до новых встреч!